Всем привет, друзья! Сегодня хочу с вами поговорить о таком заболевании, о таком диагнозе, как межреберная невралгия. Как ясно из названия, межреберная невралгия подразумевает под собой боль, которая возникает между ребер. Под каждым ребром у нас проходит сосуд и проходит так называемый межреберный нерв, повреждение которого и вызывает соответствующую симптоматику. Нерв этот берет свое начало в спинном мозге, позвоночнике, выходит оттуда и проходит под каждым ребром, с каждой стороны, естественно, и кончается он на передней поверхности грудной клетки или брюшной стенки. Повреждение этого нерва на каком-то его участке или в месте формирования может вызывать локальную болезненность или боль на протяжении всего нерва или какой-то его части. Одним из ведущих и основным симптомом является, естественно, боль. Боль достаточно интенсивная, она может носить резкий простреливающий характер, и она, как правило, усиливается при перемене положения тела, при движениях ребер. То есть чем интенсивнее движение грудной клетки, тем сильнее может быть болевое ощущение. Смех, чихание, кашель – это может вызывать все усиление болевого синдрома. Однако боль не является единственным симптомом при межреберной невралгии. Повреждение нерва может привлечь за собой также так называемые парестезии, то есть изменение чувствительности в той зоне, которую этот нерв иннервирует. И причем изменения чувствительности могут быть как в сторону усиления, так и уменьшения. Поэтому помимо боли жалобы могут быть на зуд, на жжение, на онемение, ощущение стягивания, ощущение ползания мурашек. Все эти вещи могут также иметь место при повреждении межреберного нерва. Какие же причины возникновения этой самой межреберной невралгии? Это может быть результатом травмы грудной клетки, когда при повреждении ребер, в том числе повреждается нерв или отеком просто даже в этой зоне, естественно, возникает эта симптоматика. Невралгия может возникать как следствие или как послеоперационное осложнение после, допустим, мастектомии, после операции на грудной клетке. Это не значит, что это всегда возникает, но тем не менее иногда это тоже возможно. Межреберная невралгия может быть следствием инфекционного повреждения нерва, например, вирусом простого герпеса, который имеет тропность, то есть он склонен повреждать нервную ткань. Также межреберная невралгия может возникать, например, при грыжах межпозвонковых грудного отдела позвоночника, когда грыжевое выпячивание оказывает воздействие на нервный корешок, из которого формируется этот нерв, соответственно, вызывая симптоматику на всем протяжении нерва. Но иногда бывает так, что ничего из вышеперечисленного нет. Человек полностью обследован, ни грыж нет, никакой онкологии, никакая опухоль нигде не давит, ничего не выявили. А боль есть. И здесь, как правило, причиной формирования вот этой межреберной невралгии является спазм межреберной мускулатуры, спазм мышц. Часто это возникает из-за нашей позы. Это бывает у людей, которые ведут сидячий образ жизни, и в частности, есть такие люди, там длительно сидят, работают за компьютером, а потом, допустим, ребенка подняли или сделали какое-то резкое движение. То есть мышцы, которые привыкли быть в спазме, в статике, им сложно отработать динамическую нагрузку, на этом фоне может возникнуть их больший спазм, более сильный, соответственно, приведет к воздействию на нерв и возникновению симптоматики. Межреберная невралгия не всегда идет по ходу только одного нерва. Она может задействовать сразу несколько нервов, и тогда это будет довольно разлетая зона. И также это может быть не только с одной стороны, а и с двух сторон. Касательно диагностики. Обычно диагностика межреберной невралгии не представляет из себя какой-то сложности, однако, естественно, врач должен учитывать, что бывают другие состояния, которые могут сопровождаться тоже болями в грудной клетке, такие как пневмония или, например, стенокардия. Соответственно, если у врача есть какие-то сомнения в постановке диагноза, он может попросить сделать электрокардиограмму, чтобы убедиться, что с сердцем все нормально, или, допустим, рентген органов грудной клетки, для того, чтобы посмотреть легкие. Может назначаться МРТ грудного отдела, исключить грыжу, если у врача есть подозрение на это. Это не значит, что это обязательно нужно делать при межреберной невралгии. Зачастую диагноз можно поставить просто при осмотре и при пальпации. Касательно осмотра, не удивляйтесь, если врач попросит вас раздеться или приподнять одежду, потому что когда мы говорим о межреберной невралгии, как я упоминал, это бывает при повреждении вирусом простого герпеса. И здесь очень важны визуальные проявления на коже, есть они или нету, потому что от этого в том числе будет зависеть лечение, дальнейшая терапия, потому что при инфекционном повреждении в том числе должны назначаться противовирусные препараты. Боль при этом может не отличаться как при мышечном спазме, так и при кирпичическом поражении.
То есть врач должен посмотреть вашу кожу. Есть небольшое коварство вируса простого герпеса, оно в том, что высыпания, какие-то изменения на коже могут появиться не сразу, а могут появиться там, допустим, на 5-й день. Однако до этого может быть изменение гиперемия, то есть покраснение, может быть, которое сам пациент может не заметить. Может быть изменение локальной температуры, то есть нужно будет потрогать в этой зоне и сравнить ее с выше или ниже лежащим участком кожи. Это тоже должно навести на мысль о том, что там есть воспалительный процесс и, возможно, потребуется консультация инфекциониста. Да, именно инфекциониста, потому что вирус простого герпеса – это инфекция, и в лечении повреждения, когда мы говорим об опоясывающем лишае, будет принимать участие в том числе врач-инфекционист. По поводу лечения. Лечение может быть медикаментозным, может быть не медикаментозным. Медикаментозно, конечно же, назначаются обезболивающие препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств. Могут применяться миорелаксанты, то есть это препараты, которые направлены на то, чтобы снять именно, расслабить мышцы, убрать избыточное мышечное напряжение. Могут неврологами назначаться антиконвульсанты, это препараты противоэпилептические или противосудорожные. Однако это, естественно, не эпилепсия. И дозировки здесь гораздо ниже, чем при лечении эпилепсии у людей, поэтому бояться этих препаратов не надо, они очень хорошо себя зарекомендовали в качестве лечения нейропатической боли. Иногда, особенно при хронических болях, могут назначаться антидепрессанты. Я в своей практике обходился без этого, но если что, просто не пугайтесь, могут вам назначать в том числе антидепрессанты для снятия болевого синдрома. Они не столько от депрессии, сколько эти препараты тоже способны уменьшать болевой синдром. Если боль локальная в какой-то одной зоне или там, на небольшом участке, могут применяться лидокаиновые патчи, лидокаиновые пластыри, которые позволяют наряду с теми же обезболивающими, противовоспалительными, еще и локально попытаться снять болевой синдром в зоне, где нерв поврежден. Не медикаментозно. Скажем так, рекомендация, наверное, которая сложна к выполнению, но тем не менее она есть, это ограничить подвижность грудной клетки, стараться не смеяться, не чихать, не кашлять. Такая себе рекомендация, попробуй не чихать, когда хочется чихнуть. Тем не менее, стараться избегать избыточной подвижности грудной клетки нужно все-таки попробовать, то есть не бегать, не прыгать, какой-то спорт не рекомендован в этот момент, в этот период, когда есть боль. Может применяться тугое бинтование грудной клетки с целью ограничить подвижность ребер. В общем, все, чтобы избежать избыточных движений. Немедикаментозно может применяться физиотерапия, может применяться иглорефлексотерапия для, опять же, снятия мышечного напряжения, может применяться остеопатическая коррекция или мануальная терапия, но мягкие техники. То есть хрустеть, вправлять, дергать за ребра ничего не надо. А вот поснимать спазм межреберных мышц, спазм в грудном отделе может оказать очень хороший эффект и помочь довольно быстро избавиться от боли. Вот в целом все, наверное, что я хотел сказать о межреберной невралгии. Надеюсь, вам было интересно. Если это так, ставьте лайки. Если что-то осталось непонятным, если у вас есть какие-то свои вопросы, пожалуйста, смело пишите мне их в комментариях. На все всегда стараюсь отвечать. И не болейте. Пока-пока.